Ну, я жду. Дима, а трогать нельзя. Трогать нельзя пока колен. Ну что, здорово. Ты наконец-то в Москве. Я приехал в отпуск, видеть своих друзей, видеть своих родных. Ладно, скажи, что из-за волос. В том числе, да, если вы обратили внимание, у меня сейчас небольшая операция, может кто-то испугается, но, думаю, достаточно популярная история сейчас. Долго я решался, но вот все-таки совпало. Мы тебя уговорили. Меня уговорили, да. Все знают, что ты уехал в Индию, что ты там тренируешь, но конкретики никакой нет. Давай начнем с того, как так получилось, что ты оказался в Индии. Это же ни для кого не секрет, что ты сейчас в Индии. Ни для кого не секрет, да. Ты уже достаточно долго. Долго я... Год примерно. Да, я нахожусь там. Город Гуахати, штат Ассам. Место богом забытое, непопулярное. Никто, наверное, не знает про этот город. Там год уже я тренирую молодежную сборную в национальном центре. Как так получилось, что ты оказался в Индии? Давай вот с самого начала. Ты год назад отыграл чемпионат России. Ты выиграл, как обычно, пару, но и выиграл и микс. Да. Это не очень популярная для тебя. Дуплетом, да, завершил свою профессиональную карьеру. К тому времени я уже был 2 недели в Индии, я уже работал. В июле месяце я подписал, дальше там все дела с визами и так далее. И я приехал туда на 2 недели. Потренировались мы с юниорской сборной, которая потом улетела на чемпионат мира. То есть ты приезжал на просмотр? Нет, я сразу с ними обговорил, то, что мне нужно вот, я могу приехать, они позвали меня потренировать перед чемпионатом мира сборную молодежную Индии, именно саму команду, которая отправляется в Америку. И я им сказал, что через 2 недели мне нужно лететь обратно в Россию, сыграть турнир этот, и я вернусь обратно уже все. То есть я отгулял свой отпуск через 2 недели работы. На самом деле все получилось вот так, потому что в сентябре 22 года мне написал Матиас Бо, предложил мне приехать, но в другое место, то есть как в Академию Гапичана, где тренируется сборная основная. Как теперь я знаю, что меня звали туда тренировать именно второй эшелон. А, то есть тебя сначала звали в взрослую сборную Индии? Да, то есть это изначально такие были переговоры. Я как бы не всех деталей не знал, он мне написал, дал контакт, и я стал с ними общаться. Получается, второй эшелон — это 2 пары индийские, потом микс и 2 женские пары. Вот он хотел на меня, видимо, черновую работу всю свалить, а самому просто заняться, да, чисто подготовкой лучших ребят. Переговоры зашли немножко в тупик. То есть, ну, это, я так понял, классическая история там в Индии, хаос. Все эти моменты, они очень решаются, бывает спонтанно, могут не выходить на связь в какой-то момент. Где-то в течение 2 недель мы с ними переписывались, дальше связь пропала, потом я опять написал Бо, и где-то в ноябре я им еще раз отправил. Потом в марте мне просто сообщение от секретаря: пришли мне документы, которые я уже 5 раз присылал. То есть у них какая-то вакансия еще открылась дополнительно. Я присылаю им опять эти документы. Опять ничего не отвечаю. Я думаю, ну хорошо, там, делать, что хотите. Нужны, мне не жалко. И все, и в июле он мне пишет: мы тебя нанимаем, да. Сказали, куда? Вот, он мне сразу определили. Я такой говорю: без проблем, присылайте мне контракт. Они присылают контракт, там, я смотрю, Гувахати. Я был в этом городе раньше, мы играли в лигу. Там было написано уже национальный центр, то есть National Center of Excellence. У них по всей Индии они рассредоточены по разным видам спорта, то есть именно куда приглашают лучшую молодежь со всей страны, где потом с ними работают. Вот, меня позвали, все, я думаю, ну, естественно, согласился сразу же. А почему сразу согласился? Там хороший чек был? Или Индия, потому что Индия бадминтонная держава, тебя это привлекло? Все совпало, мы же тоже понимали, что уже наша карьера идет к завершению логическому. Ты в голове держал, что так, дальше тренерская? Я думал еще пару лет, да, и, конечно, я тоже думал о том, чтобы уехать. Не обязательно в Индию, но вот видишь, в Индии откликнулись на мой запрос. Условия там, если мы берем там финансовую составляющую и обеспечение, то там лучше, чем в любой другой стране. То есть таких денег нигде больше не заплатят, если будем уж банальные вещи говорить. А оснащение, ну, проживание, да, проживание, питание, то есть это, да, там в целом, я думал, будет, конечно, зал такой, кто был в Индии, поймет. Это такие старые уже 30-40-летние залы, которые не очень презентабельно выглядят. И когда я приезжаю, просто вижу эту арену. То есть я видел ее уже на фотографиях, но там так мне непонятно было. Я такой думаю, ну ничего себе. Это старый уже готовый был спортивный комплекс. Получается, отремонтировали, отреставрировали полностью. Полностью выложили новый паркет, 16 кортов, 3500 зрителей. Для бадминтона я залов таких не видел. Может быть, только в Китае, но в Китае они без
трибун. То есть такие огромные залы я видел, но чтобы с трибунами именно чисто, где только бадминтон, потому что все суперсерии мы играем в мульти-аренах. Это либо баскетбольные, либо концертные какие-то залы, то есть там не только То есть на бадминтон. какое-то время Да, арендуется? здесь у тебя нон-стопом 24 часа в сутки ты можешь приходить играть и совершенствоваться. Естественно, тренажерный зал, естественно, на территории построена гостиница, столовая, сейчас там тоже вся территория застраивается, бассейн, крикет-стадион 50 тысяч, то есть это будет такая спортивная база, в которой они хотят создать хаб такой для сборных команд. Вы там живете, Да. вы там тренируетесь, Да. никуда не уезжаете. Ну, только в на Москву, соревнования. только Москва. Москва. А есть какие-то примеры, вот где-то еще в мире ты видел, чтобы был так организован процесс для молодежной сборной, Ну, национальной? 100%, конечно, во всех, я думаю, в Японии, в Китае, в Индонезии наверняка существуют такие же центры. Отдельно для молодежи? Да, может быть, конечно, это не такая арена помпезная, то есть со зрителями, потому что на этой арене пройдет чемпионат мира. Обещают, я, конечно, немножко сомневаюсь, но уже утвердили этот стадион. Единственное, что может помешать, это округа, потому что в округе ничего нет. Есть хорошие отели, 3 отеля там 5-звездочных, в которых будут жить эти спортсмены, но если они будут выходить куда-то в город, то есть для них только они могут, да, в округе ничего нет. Это единственное, может, что помешать. Что есть в округе? Индия. Пастбище? Настоящая Индия. Пасутся коровы? Пастбища, пыль, застройки, очень много пыли там, да, потому что практически все города Ну, там еще застраиваются очень сильно. Там еще очень жарко. Жарко местами, здесь климат в этом городе достаточно, ну, давайте назовем его летом. терпимым. Лето там длится где-то с августа по октябрь. Ну, это сколько? 40? Ну, на солнце, я думаю, все 50 и больше, потому что 38, если показывает градусник, а там солнце лупит так, что... А как тренироваться в зале? В зале очень Комфорт. тяжело тренироваться, есть Там кондиционеры, жарко, да? но тоже есть нюансы из-за всяких физических явлений, типа испарин, перепад температур, открываешь дверь, то есть это все попадает. То есть там конденсат Бывает, такой? конденсат, да, образуется и так далее. В общем, Но кондиционеры включают? кондиционер включают, но это, То есть, опять же, то есть вы работаете, Да. тренируетесь в комфортных условиях, правильно? Это или, всё- вы это- или вы встаете очень рано, чтобы Это все равно не жарко? очень тяжело. Нет, я ненавижу вставать очень рано. У нас там есть одна группа, которая в 5 утра начинает тренироваться. Я просто это не... Ты пропускаешь. Я, естественно, иногда бывает, в 5 утра только спать ложусь, ну, так что им тоже тяжело. Хотя живут там всю жизнь. Ну, им и тяжело, но им не так тяжело, как европейцу. Не знаю, вот я на них смотрю. Как тебе? Ну, Ты приехал. 30-40 минут ты просто весь мокрый, ты носки выжимаешь, когда ты стоишь на месте и ничего не делаешь. В тренажерный зал я хожу, я ни разу в жизни не потел в тренажерном зале в России. Здесь такая же история, то есть у меня на отжим все идет, и поэтому есть нюансы, но при этом, на самом деле, я вот 2 недели тогда потренировался перед чемпионатом. В разнице, да, то есть это разница температуры, она как бы, когда ты приезжаешь более в такой умеренный климат, нормальный, там, европейский. У тебя преимущество. Да, ну, я думаю, легче, гораздо, то есть ты себя комфортно очень чувствуешь в этих условиях. Как происходит отбор в вашу академию? Это какие-то скауты. Там сколько людей занимается бадминтоном? Это огромное количество. Это вопрос... Кто-то у вас какой-то специальный человек, который ездит, просматривает на местные чемпионаты или на местные какие-то турниры. Изначально... Сколько лет это? Давай, со скольки лет? Самые молодые сейчас 16 лет. Есть девчонка даже 14 лет, но она вообще уже в порядке полном. То есть она недавно приехала. Ей 15 исполнится в этом году. А в основном это все юниоры, это до 19 лет. Кто-то кому-то, естественно, уже исполнилось, уже 19. Есть и 4 у нас есть взрослых игрока. Как раз один из них, кто выиграл в декабре чемпионат Индии. Это одно из таких значимых достижений. Ну, тоже, давай, не будем. Ты приписал их себе? Нет, ну а как, я всего 3 месяца был, я же не волшебник все-таки. Туда попасть в целом может, ну, конечно, не каждый. Ты либо отправляешь запрос, либо тебе приходит предложение, соответственно, от менеджмента. Менеджмент посылает, да, скаутов, в том числе я ездил. Я ездил на Гоа отбирать. Как отдохнул? Отбирать себе в команду игроков. Наотбирался, что устал. Да, наотбирал, что никого не пригласили. Но сейчас команда уже, особенно, ну, парная, сформирована достаточно хорошо. То есть парни практически все лучшие по своему возрасту. Девчонки 3-е, 4-е. Микс хорошо есть, ребята, которые играют. Вот молодые, которые приехали, вот они потенциально будущие претенденты на медаль на молодежном чемпионате мира. Через год-два они могут. Если начнут работать, тренироваться. Как относятся к тренеру из России? Россия все-таки не бадминтонная держава, но все знают твои регалии. Ими спасает
Конечно, то есть, естественно, меня знают и узнают до сих пор. На чемпионате мира сейчас с молодежным тоже я удивился. Практически каждый день подходили. Я говорю, вы мое имя знаете? Он говорит, ну, конечно, типа раз, сразу такой, ничего себе. А сейчас узнают? Всех, А сейчас узнают? Ну, сейчас, когда вас... Через год-то точно, когда у меня вырастут волосы по плечи, я буду настоящей рок-звездой, но там уже тяжело будет. А так, да, имя спасло, конечно. Естественно, я знал многих игроков, которые сейчас работают тренерами, и в том числе мои ассистенты, мы с ними играли раньше. В этом плане мы очень быстро сблизились, подружились с менеджментом. Не было выпадов по-дружески. Они любят Россию, они гордятся тем, что у нас хорошие между Индией и Россией взаимоотношения. Они говорят, мы за вас, мы всегда. Вы нам помогли, мы теперь только за вас. Отношения вот учеников, есть ли какие-то моменты, что не так прям, что я это упражнение делать не буду, или для меня это легко, или поставь меня с другим? Есть ли какие-то такие моменты? Или там вот что ты сказал, они тебя полностью слушаются? Я думал, там жесткая дисциплина, прям армейская. Все оказалось абсолютно по-другому. То есть, конечно, из там 20 человек, 10 человек это беспрекословно слушают, выполняют. Но еще надо отметить, что я уже тоже много раз это повторял. Практически все, кто в этом центре, вообще практически все бадминтонисты, кто выступают, особенно, которые даже достигают топового уровня, это все люди из обеспеченных семей. И из них, из 20, допустим, 5, которые с Рублевки. Давайте будем так это говорить. То есть у которых просто возможности огромные. Страна изменилась, в стране стало гораздо больше денег, гораздо больше богатых людей, гораздо больше всего, чего не было 15 лет назад. Конечно, таких людей тяжело мотивировать. Естественно, у них есть всегда путь к отступлению. Тяжело, да. То есть у них открыты все двери там в любые... У тебя есть такие? Есть. Юниоры? Есть. Ну как они? С ними, да, но мне помогают, конечно, понять именно ментальность. Она не сильно... Ну, это дети, она не сильно отличается, в принципе, от нашей. Есть свои нюансы, и эти нюансы пришлось где-то нам раскапывать на протяжении, наверное, полугода. На соревнованиях у них у всех забирают телефон. В 9 вечера все сдают телефоны в этом центре, и на соревнованиях. То есть у них это жестко. В 9 вечера все, да. Телефон ты отдал. Там взаимоотношения между мальчиками и девочками. У них это очень прямо. То есть у нас это как-то более-менее все чинно-мирно. Там 15-16 лет. Мы уже можем ходить на свидания там, и приглашать девочек в кинотеатр. У них это категорически запрещено. Нет, когда общаются, ты не имеешь права заходить в номера, ты не имеешь права даже подниматься на этаж, где живут девочки. В общем, вот такие нюансы. Есть проблемы психологии у многих игроков, особенно у талантливых игроков. Что они, концовку не дожимают? Нет, не концовки не дожимают. То есть, допустим, есть парень, который ураган, которого уже не нужно учить ничему. Талантливый. Вот уже все он умеет. Вот просто приходи на тренировки, тренируйся. Дальше там тактика, опыт, все остальное. Но он очень, как сказать, злой. Давит своих партнеров психологически. Причем давит таких расслабленных, таких уверенных в себе людей, которые за кортом, они начинают зажиматься. Особенно он микс играет очень хорошо. Девочки выходят, трясутся и плачут от него. Как бы. Он не говорит прямые слова, но от него вот такая идет энергетика. Он очень быстро заводится, он начинает прямо вот чуть ли не сжимает кулаки, хочет нарезать. Он с другого штата. Он штата, то есть там тоже особенности штата. Штата злых. Да, особенности штата решают тоже. Каждый штат отдельное государство, если можно так сказать. Да, это одна страна, но это автономные такие маленькие республики, в которых есть своя еда, свой язык, свои нравы, своя какая-то неприязнь. И вот этот парень, он не разговаривает там на хинди. То есть он говорит на ломаном английском и говорит на своем языке своего штата, не разговаривает на... То есть он со своими партнерами на английском разговаривает? Да, на таком. И вначале он очень сильно стеснялся, ему было тяжело, но сейчас он более так влился все равно. Но и надо понимать, что там, когда ты пытаешься научить чему-то этих детей, и надо понимать, что им 17 лет. Я себя вспоминаю в 17 лет, ну да, мне тоже много что говорили, но мало что я слушал, поэтому здесь в этом плане это такой, видимо, тоже долгий процесс, надо набраться терпения. Давай тогда смотреть топ-5 отличий. Ты был в юниорской сборной России. Топ-5 различий Индия и Россия. Больше у них соревнований. Международно? Нет, именно локальных. Давай вспомним, Хрустальный Валан у нас такой был. То есть это я могу понять. Нижний Новгород, Саратов. Но помимо этого у них там, у нас были там и чемпионаты области, у них это все X2. Там штат, потом регион, потом еще и пошло. То есть у них меньше тренировочного процесса. Вот то, что я сейчас за год увидел, мы больше тренировались. Больше? Да, у них больше соревнований. Это минус, потому что это очень явно проследилось в ноябре, когда мы поехали в Таиланд, где они просто не готовы играть, то есть им нужен... Физически не готовы. Да, физически. То есть мы
физически сильнее. Технически они на 2 головы выше нас. Почему? То есть, может быть, то, что, конечно, селекция, отбор, более талантливые люди, они остаются. Пройдя вот эту всю мясорубку, а там на турнире, ну, вот я приехал на Гуа, один возраст 2000 человек. 1000 человек квалификация в одиночке, 1000 человек квалификация в женской одиночке. Соответственно, ты смотришь, кто вышел там в четвертьфинал, там ну, в полуфинал. Не только, нет, не обязательно, нет, ты просто визуально, на самом деле, ну, как бы это так пафосно звучит, видно. Ну, реально, ты можешь, даже она может там, или там он проиграть там за выход в 8, но ты видишь, что там, либо у него партнер может не настолько сильно, либо там они играют против лидеров, которые на данный момент, там, да, там они, может, физически сильно, ты видишь, куда бежит человек, как читает игру, там, вот такие маленькие нюансы, не то, что, да, там она выиграла, проиграла, как бьет, да, там, где-то ей не хватает, но это все поправимо. Именно вот это чтение игры, оно более важно, мне кажется, чем техническая составляющая, которая потом это можно доработать. У них есть очень много грантов для молодых игроков, то есть для лучших игроков крупные компании. Как? То есть ты должен выиграть первенство Гувахати какого-нибудь нет, ты должен, штата, тебе меценат штата... Может, да, ты можешь, либо если ты чемпион Индии, как чемпион России, это первенство Индии, назовем это так. Тебе может либо штат, либо гранты выделяют компании типа Газпрома, вот такие крупные. Тебе что дают? Деньги? Тебе дают деньги, которые ты можешь расходовать на... Ну, конечно, это там... На айфоны. Он скажет, я айфон хочу. Или там если ты скажешь, что я хочу айфон для просмотра матчей, для того, чтобы снимать свои матчи, пожалуйста. Я хочу хорошую машину, чтобы везде... Быструю, чтобы везде успевать. Чтобы не опаздывать на игры. Давай, может, тренировочный процесс, может, как-то он по условия. Залов больше, естественно, залов больше. Не самого, то есть качества, в принципе, плюс-минус. Я думаю, сейчас даже у нас, вот, которые особенно новые, типовые даже залы строились, они гораздо лучше, чем там, где они тренируются. То есть это в основном все залы, которые уже стоят там 30-40 лет. Они переоборудованы в академии. Вот, может быть, еще одно отличие, то, что все академии, они частные, все они платные. То есть там весь спорт, бадминтон. Все академии частные. Да. Есть, конечно, исключения для лидеров, есть исключения для чемпионов, конечно, да. То есть, если ты там в Гувахаде тренируешься, выиграл чемпионат штата, конечно, ты в группе платить не будешь. То есть, но остальные там 100 человек, которые приходят, они, естественно, каждый месяц они платят определенную сумму в зависимости от уровня академии, в которой ты играешь. Еще одно отличие, конечно, вовлеченность родителей в процесс. То есть, они им очень сильно доверяют. Еще одно отличие. Сильно родители участвуют в спортивной жизни. То есть они могут... То есть если ты не позвал кого-то или на сборы, или где-то там да, они могут... не поставил на игру, тебе они может позвонить отец. Они могут написать в Министерство спорта. Почему вы не взяли, почему не поставили? Мой сын там первый в рейтинге. Там не объяснишь, что только камера, потом смотри, как он 2 недели пешком ходил и ничего не делал на тренировке. Родители очень сильно влияют и именно влияют на психологию. Они хотят просто, чтобы твой ребенок выигрывал. Они не готовы ждать результата, они не готовы идти вот этим тяжелым путем, они хотят, чтобы вот я там чемпион, завтра я там буду играть по 19 лет, я чемпион, 21 год я во взрослый бадминтон перехожу, я чемпион, и вот так, без каких-то, знаешь, вот этих... Этого не бывает, и к этому надо просто быть готовым, что это сложный процесс, и взлеты и падения — это часть игры. Ты сейчас тренер, но ты стал неожиданно тренером, и твоя карьера прервалась резко. У тебя не было прощального матча, в принципе, в России прощальные матчи не играются, но твои прощальные последние матчи были как раз на чемпионате России. Жалеешь ли ты и хочешь ли ты, может быть, на какой-то период вернуться? Мне в бадминтон играть вообще не хочется. Не хочется? Конечно, я понимаю, что я еще могу встать с ними и помочь еще, дать какую-то там скорость, то есть, в принципе, 35 я в целом слежу пока за собой, форму не теряю, поэтому я могу, но где-то лень встать, поиграть, где-то вообще, знаешь, прям приходится заставлять. Вот взять ракетку, поиграть, заставлять. Да, прям не хочет, прям вообще не хочу. То есть, и не то, что не скучаю, вот прямо как будто мне просто, ну да, мне повезло то, что так карьера, знаешь, она плавно перешла из профессиональной, вот такую же тренерскую. И в целом я остался примерно на том же уровне, то есть все равно ездим мы на турниры. Да, пока это детские, но там все лучше приезжают. Я уже видел очень много тех, с кем мы играли, китайцы, вся сборная юниорская Китая, чемпион All-England, 2-е место на чемпионате мира. Еще один там парень есть, с кем мы на Олимпиаде играли в 2012 году. То есть вот 3 этих мужичка ездят сейчас с юниорской сборной Китая на все турниры. То есть все люди пересекаются, кого я встречал, очень много, с кем мы играли, и ты все равно в этой тусовке как бы остался. Со всеми, в целом, плюс-минус более-менее нормальные отношения, поэтому мне повезло, я так и всем говорю, мне фартануло. Ну, для этого пришлось попахать немножко, поиграть. Вон, видите, волос лишился, теперь начинаем новую жизнь. Волосы на самом деле есть, сделаем монтаж.
Будут красивые. Мы через год запишем еще одно видео, и Да там я нет, уже буду. не через год. В Таиланде, например. Или в Малайзии. Кто знает. Я очень хорошо погулял за эти 3 недели. У меня осталось не так много дней на отпуск, поэтому вырваться Это не- будет теперь неплохо. Я думал, ты скажешь, осталось не так много денег, я хорошо погулял, поеду в Индию зарабатывать. Колян, рад был видеть всех. Ребят, давайте скажу то, что кого встретил, было очень приятно всех увидеть. Очень тепло меня встретили и классно провели время, так что спасибо, что помните. Я еще вернусь. Ну что, удачи? Давай, Колян. Удачи в Индии. Пока-пока. Ура!